главная фишка того, что это наш продукт, мы можем делать с ним все, что угодно. HyperPC Concept X. Всем привет, друзья! С вами команда HyperPC. И если вдруг кто не знает, мы уже 16 лет делаем мощные компьютеры премиум-класса. И поскольку мы специализируемся на сложных и индивидуальных заказах, сегодня наконец-то речь пойдет о нашем флагманском продукте с максимальными возможностями кастомизации. HyperPC Concept X. И расскажем мы о нем на примере интересного кейса нашего клиента из Санкт-Петербурга. Обязательно ставь лайк, чтобы поддержать нас, и не забудь подписаться на канал, если вдруг еще не подписан. Наконец-то я делаю это видео. Для начала хочу немножко рассказать о самом продукте и его производстве. Мы уже вскользь затрагивали этот продукт в ролике, где делали его двухконтурную версию, убрав вот этот блок с радиатором вот сюда вниз. Но сейчас я хочу поговорить конкретно об оригинальном шасси. Конечно, самая его отличительная черта — это абсолютная уникальность. В чем она заключается? В том, что мы его разработали и изготавливаем сами, поэтому он есть только у нас. Разрабатывали и делали мы его где-то около года, и, конечно, как все в нашей жизни, это можно повторить, но это будет очень сложно. Вторая его главная фишка — это, конечно же, возможности его кастомизации, да и в целом индивидуальный подход к абсолютно каждому заказу. И в сегодняшнем кейсе вы поймете, о чем я говорю, но об этом чуть позже. Его возможности кастомизации тоже делятся на два отдельных пункта, и первый из них — это материалы отделки. Это любые материалы отделки как снаружи, так и внутри. И это не просто винил, художественная покраска, аэрография или еще что-то такое. Я про настоящие дорогие материалы. Это дерево, шпон, металл, кожа, стекло, камень, да вообще все что угодно. Хоть цемент, если вам это нужно и подходит к вашему интерьеру. Кстати, прикинь, цементная отделка. Это было бы вообще здорово. Ну, по крайней мере, точно уникально. И это не просто налепленные материалы поверх готового продукта. Они изначально будут закладываться в конструкцию при проектировании. Вот, к примеру, вы хотите обшить компьютер не шпоном, а деревом. Натуральным деревом, которое толще раз в 6. И тогда при производстве мы будем смещать крепление этих панелей вглубь корпуса и приваривать их вообще не в тех местах, где они стоят по стандарту. Чтобы все встало в нужные места и выглядело как надо. Ну, а про решетки радиаторов и грили я вообще молчу. Мало того, что у нас есть много уже придуманных и изготовленных различных вариантов, которые может выбрать любой клиент, так мы можем сделать абсолютно любой узор, который вы захотите. Мы можем сделать грили в форме вашего генеалогического древа или из имен ваших детей или марок любимых машин. Да вообще все что угодно. И это как я люблю. Все ограничено только вашей фантазией и вашими пожеланиями. Ну а второй пункт возможности его кастомизации — это гибкость самой конструкции. И я не про то, что он мягкий или гибкий, он твердый как скала. Я про то, что если вам, к примеру, его нужно поставить в какую-то определенную нишу или на какую-то определенную полку, чтобы он туда вставал идеально, но вот габариты стандартные вам не подходят. И мы можем изменить даже его габариты или форму, ну, естественно, в разумных пределах. Ну, хотите вы, чтобы он был уже, но выше? Пожалуйста. Хотите вы, чтобы материнская плата стояла портами кверху? Не дай бог, конечно, но пожалуйста. И опять же, главная фишка того, что это наш продукт, мы можем делать с ним все, что угодно. И тут мы плавно подходим к интересному запросу нашего клиента Александра из Санкт-Петербурга. У Александра был процесс ремонта в квартире, ему требовался топовый мощный компьютер, но он не хотел, чтобы компьютер был просто черной коробкой с самым мощным железом. Он хотел, чтобы компьютер был прямым продолжением его интерьера, над которым он, я уверен, работал со всей душой. Ну, или его дизайнер работал. Но и так оказалось, что Александр уже несколько лет смотрит наши ролики и прекрасно знал, куда нужно обращаться, если компьютер для тебя не просто инструмент, а нечто большее. Запрос был примерно такой. Ребят, вот, значит, габариты, все размеры и рендеры моего ремонта. Хочу, чтобы комп стоял здесь. Жду ваши предложения. По фото сразу стало понятно, что компьютер придется инвертировать, потому что запрос был, чтобы он конкретно стоял по левую руку. По цветам нам нужно было 3 цвета. Цвет слоновой кости, как видите, это цвет стен. Цвет Blue Pigeon, это цвет материала, которым отделан стол. Blue Pigeon.
Простите. Ну и, конечно, нужен был шпон, идеально подходящий под вот эти деревянные панели на стенах. Все, дизайнер взялся за работу. В круг снаружи мы компьютер покрасили в этот голубой оттенок, чтобы он был реально прямым продолжением стола. Все внутри покрасили в цвет слоновой кости, под цвет стен, естественно. И фронтальную крышку, заднюю полностью крышку и панель, куда крепится материнская плата, мы сделали из такого орехового шпона, который просто максимально подходил под эти панели на стенах. Решетку для радиатора сделали в форме двойного смещенного ромба, и причем покрасили их в такой приятный, теплый, я не знаю, в бронзовый такой цвет. Они сделаны из алюминия, собственно, как и логотип. Компьютер должен был быть не кричащим, и мы отказались от светящегося своего логотипа и сделали его из алюминия, как и все ромбики в решетке. И вот представляете, каждый этот ромбик нужно было отдельно покрасить и отдельно аккуратно вклеить в шпон. Ну, это вы сейчас все увидите. И вот я считаю, что такой бронзовый логотип без подсветки, он реально прям дорого выглядел вот в этой деревянной панели. И мы смотрим, и сочетается все. Сам компьютер, естественно, с интерьером, и сам компьютер в своих деталях, вот как сочетается логотип с этими ромбиками, как этот шпон сочетается с этим цветом слоновой кости. В общем, показываем все клиенту, все очень нравится, и мы начинаем производство. Все компьютеры линейки Concept у нас с топовой конфигурацией, но давайте пробежимся конкретно по этой. Видеокарта Asus GeForce RTX 5090, версия ROG Astral. Естественно, самый топовый процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2. 96 гигабайт топовой оперативной памяти G-Skill Trident Z5 RGB с частотой 6400 МГц. 2 M2 SSD, Samsung 9100 Pro на 2 терабайта и Samsung 990 Pro на 4 терабайта. Оба диска будут установлены в PCI-слоты без потери PCI-линий. Все это будет установлено в материнскую плату Asus ROG Crosshair X870E Hero. Ну и питать всю систему будет мощный блок питания Asus ROG Strix на 1200 Вт с платиновым сертификатом. Естественно, кастомное водяное охлаждение. Водоблок на видеокарту AlphaCool Core и такой же водоблок для процессора, тоже AlphaCool. Ну и два радиатора на 480 мм каждый от AlphaCool. Но и отводить тепло от радиаторов будут вентиляторы, тоже AlphaCool Apex Stealth Black. Все, теперь начинается самая красивая и долгожданная часть этого видео. Это производство сначала самого корпуса, а потом уже и всего компьютера. Производством наших уникальных продуктов занимается наш конструкторский отдел. Мы вам его уже показывали в ролике про наш новый компьютер в столе. Кстати, спойлер, мы сделали уже еще новый компьютер в столе, и ролик будет уже в сентябре. Но давайте сейчас я вам покажу и расскажу, как это все работает и выглядит в случае с десктопным решением. Поскольку тут инверсия, то начинать нужно именно с нее. А это не как в фотошопе. Конструкцию нужно полностью переделывать. Да, конечно, нам не нужно все с нуля рисовать и отмерять, но это тоже не один день работы. Как только этот этап закончен, все чертежи мы загружаем в компьютер лазерного станка и нарезаем сначала все металлические детали, а затем и все остальные. Да, шпон мы тоже режем на лазерном станке. После того, как все элементы вырезаны, все, где нужно просверлить, нужно просверлить. Что-то сверлим просто, а что-то сверлим под потай, чтобы наши шляпки винтов были спрятаны за подлицо. Ну а где-то, конечно же, нарезаем резьбу. После того, как этот этап закончен, начинается обработка. Обрабатываем разными средствами и устройствами. У нас тут и шлифовальная орбитальная машина, и ручной гриндер для обработки труднодоступных швов после сварки, специальные щетки, ну и руками, конечно, тоже потом все это проходимся, чтобы на срезах не было заусенцев и металлической пыли и всякого такого. После обработки всех деталей, все, что нужно гнуть, мы сгибаем на гибочном станке. Это вообще процесс очень кропотливый и точный. Вы представляете, вот чуть на миллиметр ошибся, или деталь хоть чуть-чуть неровно положил или не до конца прижал ее к стопору, и все. Деталь в помойку, и опять идем за лазерный станок, заново нарезаем, и потом опять на обработку, и опять к гибочному станку. Да, наши ребята настоящие мастера, но они все равно люди, и поэтому такое, конечно же, иногда случается. Во многие детали нужно запрессовать где-то резьбу, где-то гайку, где-то
это, наоборот, болт. Поэтому делаем все это при помощи специального запрессовщика. И представляете, сам запрессовщик полностью разработали и сделали сами мастера. Просто потрясающий КПД, я в шоке. Потом, конечно же, идет сварка. Да не простая, а золотая. Ну а точнее лазерная. Она позволяет нам варить алюминий, из которого и сделан наш корпус. Но если быть точным, корпус сделан на 95% из алюминия. Где-то, конечно, нужны железные элементы, чтобы конструкция была крепче, чем банка на руке у Вани. Когда все готово, мы гоним на покраску. Красим мы все порошком, а для этого сначала обжигаем все детали, чтобы сжечь мелкий мусор, ворсинки и чтобы подготовить металл для лучшей адгезии. Обожгли и погнали красить. Процеживаем порошок и потом наносим. Кстати, вы представляете, я только в этом году узнал, что порошок наносится по принципу магнита. Детали отрицательно заряжены, а порошок в пистолете положительно заряжен. И за счет этого он просто прилипает к металлу. Да, я только в 37 лет узнал, как работает порошковая покраска. Надеюсь, и для вас это было тоже интересной новостью. После покраски ставим запекаться партию с первым цветом и начинаем красить вторую. Ну и так по кругу, пока все не будет готово. Ну и наконец-то приходим к моменту сборки самого корпуса. Это тоже непростой и очень кропотливый процесс. Так что давайте просто насладимся им под музыку. Поскольку ящики для своих компьютеров мы делаем тоже сами, то тут ящик обшит точно тем же материалом, что и панели у компьютера. Его производство я вам тоже сейчас покажу. Ну и как только мы получаем готовый корпус от конструкторов, начинается уже полноценное производство финального компьютера. Поскольку этот конкретный заказ был отделан дорогим шпоном, чтобы попасть идеально в интерьер клиента, просто елочным сверлом все отверстия для филпортов сверлить очень опасно. Одно неправильное движение и кусок шпона может отлететь. И все. Всю деталь придется делать заново. Поэтому Ваня делает только первоначальное отверстие этим сверлом. Очень аккуратно, чтобы ничего не отлетело. А после берет круглую насадку на дремеле и еще более аккуратно рассверливает это отверстие до нужного нам диаметра. Качественное решение требует качественного подхода.
Друзья, вот так из шедеврального корпуса создается еще более шедевральный компьютер. Теперь посмотрим, что же в итоге получилось, как это все работает и на что оно способно. Хочется все-таки рассказать и про эффективность системы охлаждения в данном компьютере. Ну, собственно, она, конечно же, настолько же эффективна, как и в любом нашем компьютере из линейки Concept. Здесь установлены два 480 миллиметровых радиатора с одной помпой и с одним контуром. Мы с вами прошли получасовой круг теста под максимальной нагрузкой на все компоненты с AVX2 инструкциями на процессоре, то есть в стресс-тестах мы выжили максимум, что могли. По процессору у нас в потолке было 90 градусов, но оно и понятно, потому что в одном контуре с ним видеокарта, которая вот до сих пор сейчас потребляет 600 ватт. Отключу я нагрузку. Когда у нас под нагрузкой был и процессор, и видеокарта, кривая вентиляторов работала на нужных оборотах, и видеокарта была у нас в потолке 68. Конечно, когда отключился процессор и остановились просто все вентиляторы, у нас видеокарта чуть-чуть до 70 дошла. Но в целом в рабочих во всех сценариях у нее будет 65-67 градусов в потолке. Ну и процессор будет, естественно, сильно ниже в играх при работе, что мы сейчас с вами посмотрим. Для стресс-теста с максимальной загрузкой в 600-850 ватт практически на один контур температуры отличные. Используем пока что все равно самый актуальный игровой бенчмарк на сегодняшний день Cyberpunk 2077. Ультра настройки, 4К разрешение, все трассировки включены. Трассировку путей, конечно, не включаем. DLSS на качество без фреймджена. Пока что имеем в среднем 100 кадров, но мы здесь не за этим. Процессор работает от 20 до 35% загрузки. Температура у него 72-73 градуса и заявленные 5,4, ну, заводские бустовые частоты, там 5,4, возможно, даже не буст, потому что 5,7, по-моему, у него турбобуст, а заводские такие стоковые частоты 5,4. Все, видеокарта при полной загрузке греется 63-64 градуса, у нас 100 кадров на максимальных ультра настройках. То есть все работает, как оно и должно работать. Жаль единственное, что до сих пор нового и более интересного бенчмарка не придумали. Хотя они, конечно, есть, там суперпозишены и всякое такое, но чтобы проверить все технологии в одном пакете за раз и задействовать всю связку процессор, память и видеокарта, ничего лучше не придумали, поэтому вот. Продолжаем тестировать киберпанком, и здесь у нас все хорошо, так же, как и с температурами. Как и обещали, друзья, в новом следующем ролике после Никитоса мы выбираем победителей на компьютеры, которые сделала команда Никитоса и команда HyperPC, то есть мы с Максимом. Поехали! Вот, собственно, наш ролик, оригинальный, HyperPC канал, 102 тысячи просмотров. Копирую ссылочку, заходим на страницу. Вбиваем наш ролик, убираем фильтр дубликатов, то есть тех, кто писал много комментариев, чтобы от них зачитывался только один. Все, никакие фильтры по тексту не делаем, выбираем одного победителя. Также мы не выбираем ответы на комментарии, потому что они не участвуют. Мы будем выбирать по одному человеку, потому что сначала берем компьютер, который сделал Никита с Тёмой, потому что он работает чуть похуже. Начнем розыгрыш с него. Да и тем более вы все пришли именно за его компьютером. Нажимаем выбрать победителя, барабанная дробь. И у нас Нурик Геймер 1684 с комментарием «Поздравляю, брат». Так, тут можно как-то перейти, значит, на аккаунт. Переходим. Аккаунт сделан в 2019 году. Это не фейк под розыгрыш, хорошо, но как связаться с человеком? Мы, конечно, Нурика поздравляем, но как с ним связаться, вообще пока что нет никакой возможности. Надеюсь, он найдется.
Но на всякий случай я, естественно, буду делать резервных, запасных, так сказать, победителей. И ищем следующего. Все с теми же настройками. Барабанная дробь. И Small Form Factory. Круто, спасибо за ролик. Тебе спасибо за комментарий. Надеюсь, у тебя есть хоть какой-то видос. Ничего нету. С 2013 года аккаунт. Раз такая пляска у нас нету сейчас победителей со способом связи. Можно ответить же На туре найти комментарий и написать «свяжитесь». Миша красава. Так, и жмем еще раз. Поехали. Ну, давай. Резервный победитель на компьютер Никитоса. Теперь на компьютер, который купили мы с Максом. Да хотя, по сути, я там все и купил, и собрал. Поэтому смотрим и все. Тут уже есть хоть какие-то видосы, слава богу. Хоть 3 года назад писали, но если что, связь я найду. Мы вас поздравляем. И следующий розыгрыш у нас в следующем ролике с Сонаром. Обязательно не пропустите. Там вообще нормальный компьютер. Не бэушный, не совелы, а топ за свои деньги, чтобы играть в Full HD на всех максималках. А теперь продолжаем смотреть наше видео про Concept X. Таким образом, Concept X является флагманом не только из-за его топовой начинки, в первую очередь из-за качества его исполнения, из-за возможности его кастомизации и ее материалов, да и в целом из-за подхода к самому продукту. Во всей России и СНГ вы не найдете ничего похожего. Concept X — это исключительно уникальный продукт, который рожден стать единственным в своем роде. Только вашим. Мы постоянно совершенствуем свои продукты, особенно эксклюзивные, шасси для которых мы разрабатываем и изготавливаем сами. И самое интересное, что впереди у нас еще не один продукт в нашем исполнении. Но это уже совсем другая история. Друзья, если вы по-настоящему цените индивидуальный подход в каждой детали, если вы привыкли обладать уникальными вещами, то Concept X — это то, что вам нужно. Ссылку на компьютер, естественно, мы оставим в описании, ну а наши менеджеры каждый день готовы как по телефону, так и в мессенджерах помочь вам с выбором и создать для вас компьютер вашей мечты. Ну а на этом у нас все. Большое спасибо за просмотр. С вами была команда HyperPC, ваш ведущий Артем. И до встречи через 2 недели. И расскажем мы о нем на примере очень интересного кейса нашего клиента из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга, я это и хотел сказать. До сих пор используем костыль из прошлого. В 2019 году, или когда он вышел, все, вот как он вышел, мы тестим компы киберпанком. До сих пор. На 2077. То есть до 2077 года как бы у нас все еще актуально. Ну, тестируем компьютеры актуальным игровым бенчмарком.